Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим блинчики с ливером. Это блинчики из разряда тех, которые съел и еще хочется. Очень вкусные, давайте готовить. Давно я не фаршировала блинчики ливером, а сейчас вот такая удобная возможность у меня есть, и поэтому хочу показать, как это делается, если кто-то не знает. Вот здесь у меня лежит полкило легкого говяжьего. Вот это кусочек щековины свиной. Жир обязательно нужен для ливера, чтобы он был вкусный. И вот у меня 3 таких свиных сердца. Вот это все я сейчас залью водой, обязательно посолю и поставлю на огонь. После закипания я сниму пену и положу в ливер следующие ингредиенты. 2 небольшие луковицы я разрезала крест-накрест не до конца. Это чтобы лучше выходили соки из лука. Далее 3 небольшие горошинки душистого перца, чайная ложка горького перца и 3-4 лавровых листика. Далее, друзья, в 5-литровую кастрюлю с ливером я добавлю 2,5 литра холодной воды. Всыпаю 1 столовую ложку с горкой соли и ставлю ливер на огонь. Пока варится ливер, я займусь блинчиками. В миске у меня уже 1 чайная ложка соли, без горки. Добавляю сюда 3 яйца куриных. Теперь в 2 приема добавлю 1 литр молока. Друзья, молоко я добавляю немного, чтобы размешать со всей мукой, и получилось густое тесто. В густом тесте комочки муки практически не образуются. Затем это густое тесто я разбавлю оставшимся молоком. Муку я добавила в количестве 500 грамм. Друзья, вот такое должно получиться жидкое тесто. Сейчас я его оставлю полчаса, чтобы оно настоялось. Потом перемешаю, и если оно станет густым, а это нормально, то можно будет еще добавить немного воды, чтобы тесто было жидким для блинов-налистников. Тесто постояло полчаса, оно стало гуще, и теперь его необходимо разбавить. Разбавлять тесто я буду водой кипяченой, остуженной, в количестве 200 мл. Добавляю воду и размешиваю. Поскольку мы добавили воду, сюда еще можно щепотку соли добавить. Вот теперь, друзья, тесто стало гладким, эластичным, жидким настолько, насколько нам нужно для жарки блинов. Растительное масло мы сюда не добавляем. Если мы добавим сюда растительное масло, вкус блинов будет уже другим. Друзья, вот так я в пиалку налила немного растительного масла и при помощи кисточки буду смазывать поверхность сковородки. Распределяю по кругу. Блинчик поджарился с одной стороны, теперь можно переворачивать на другую сторону. Друзья, блинчики получаются вот такими красивыми. Перевернули на одну сторону, полминутки, и сразу переворачиваем на тарелку с блинами. Теперь осталось проверить на готовность ливер. Он полностью готов. После того, как вода в кастрюле закипела, ливер варился 3,5 часа. Теперь я его достану шумовкой на тарелочку и дам немного остыть.
Друзья, для начинки нам обязательно понадобится свежий укроп. Нарезаем его мелко и не жалеем. Для фарша я порезала крупно 2 большие луковицы и обжарила до золотистого цвета. Крупно режем лук, потому что он будет перекручиваться вместе с ливером через мясорубку. Друзья, вот столько ливера у меня получилось, целая миска. Теперь я добавляю сюда измельченный укроп и пережарю это все на сковородке минут 5. Друзья, вот такая у меня получилась начинка. Супер вкусная, супер ароматная. И сюда ничего больше добавлять не надо. Все то, что мы добавили в бульон в процессе варки субпродуктов, этого всего достаточно, чтобы получить нежную, вкусную, ароматную начинку. А теперь будем начинять блинчики. Беру столовую ложку начинки. Тут я не жалею, начинка очень вкусная. Отделяю блинчик, выкладываем на ту сторону, которая у нас жарилась первой. Закрываю начинку, сворачиваю блинчик по бокам и закручиваю его несколько раз. Блинчики я делаю вот такие большие, потому что ливера хватает, он очень вкусный, и начинка всегда получается очень и очень вкусная. Если у вас остается, друзья, начинка, остудите ее, запакуйте в полиэтиленовый пакет и отправляйте в морозилку. Друзья, вот такая гора блинчиков у меня получилась. И вот то, что у меня осталось. Начинки я сначала дам остыть, а потом помещу ее в морозилку. А сейчас поджарю несколько блинчиков, чтобы показать, какие они в готовом виде. Друзья, обжариваю блинчики на среднем огне в растительном масле. Оно не горит, как сливочное, поэтому мне нравится больше обжаривать в растительном масле. Пару минут с одной стороны, пару минут с другой стороны и выкладываем на тарелочку. Друзья, блинчики очень вкусные, но это самые вкусные блинчики для меня с такой начинкой. Для этих блинчиков обязательно начинка должна быть сочная. Потому что если вы возьмете, допустим, из ливера только легкое и сердце, а по каким-то причинам с точки зрения диетологии вы упустите щековину или сало, или бочок, то начинка у вас будет сухая. Опять-таки, если не добавите укроп, то такого ароматного вкуса начинка тоже не даст. Поэтому все вместе в совокупности дает очень вкусный аромат блинчиков с ливером. Сейчас я попробую кусочек, хотя я уже отлично знаю их вкус, но для вас я один блинчик попробую. Смотрите, какая сочная начинка. Вы знаете, есть такое слово наслаждение. Эти блинчики настолько вкусные, что я просто наслаждаюсь ими. Друзья, готовьте вкусную еду, наслаждайтесь ею. Радуйте свою семью, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я вам, как всегда, говорю, до скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.